Где-то в испанской земле прямо сейчас лежит золото. Много золота. Никто не знает где и, может быть, не узнает никогда. Его положили туда чужие руки 8, 9, 10 веков назад. Положили и ушли, и не вернулись. 8 веков. Столько мусульманский мир жил на этой земле. От гор на севере до моря на юге. А потом все кончилось. Ни за день, ни за год. Медленно. Век за веком. И в эти века началось вот что. Люди начали прятать. Они копали ямы. Брали самое дорогое – золото, серебро, украшения, монеты всей жизни. И опускали в землю. В глиняных горшках, в тряпках. Просто в яму. А потом уходили и не возвращались. Кто-то умер в дороге, кого-то увели, кто-то забыл место, карта стерлась, ориентир исчез, дерево срубили, ручей пересох, дом снесли, и клад остался лежать. Один, в темноте, на сотни лет. Говорят, испанская земля до сих пор полна таких тайников. Никто не знает, сколько их там на самом деле. Десятки, сотни, тысячи. Иногда земля отдает их обратно, случайно. Лопата строителя, размытый дождем склон, пересохшее озеро и вдруг блеск в грязи. Сегодня 15 таких находок, от побережья до горных вершин. И в каждой человек, который что-то спрятал, и тайна, которую он унес с собой. Кто прятал, зачем и почему так и не пришел назад? Каждый решает сам. Чтобы понять эти клады, надо понять одну вещь. Не про золото. Про время, в которое его прятали. 8 веков назад здешний юг был не окраиной мира. Он был его сердцем. Города, каких в остальной Европе тогда не строили. Улицы, мощенные камнем. Бани с горячей водой. Уличные фонари, в те годы, когда севернее люди жгли лучину. Библиотеки, где переписывали книги тысячами. Говорят, в одной только столице этого края книг было больше, чем во всей остальной Европе вместе взятой. Проверить уже нельзя, но размах был такой, что слухи до сих пор ходят. Это был расцвет, век золота в прямом смысле. Люди копили, строили, богатели. И не думали, что все это может кончиться. А потом кончилось. Сначала медленно. Большая держава дала трещину, раскололась на куски. Куски начали грызться между собой. С севера пошло чужое войско, год за годом, город за городом. И вот в эту длинную осыпь, в это медленное оползание целого мира и попадают наши 15 кладов. Каждый из них — это чей-то день, когда стало ясно, пора прятать. Запомни это чувство. Оно стоит за каждой находкой. Начнем с украшений, потому что украшение — это не просто кусок золота. Это чье-то лицо, чья-то свадьба, чьи-то руки, которые надевали браслет по утрам. Память поколений, которую можно подержать в ладони. И когда человек прячет украшения, он прячет не богатство, он прячет себя. Баэна, юг Испании, 2020 год. В полицию приходит сигнал, странный. Кто-то в интернете выставил на продажу старинные украшения. Золото, серебро, очень старые. И на одном фото звезда, шестиконечная, в золотом кольце. Полицейские едут по следу, находят человека. Тот говорит, нашел в земле, на участке под названием Амаргилья. История у него мутная, концы не сходятся. Но это уже не важно. Важно, что именно вышло из земли. 623 украшения, почти сотни из чистого золота и серебра. И 476 жемчужин. Останови на секунду. 476. Каждая речная жемчужина. Каждую кто-то нашел, отобрал, сберег. Чтобы собрать столько, нужны не годы, нужны поколения. Чтобы ты понял масштаб, речной жемчуг — это не то, что лежит в каждой раковине. Хорошая жемчужина — 1 на сотни вскрытых ракушек. Значит, за этими 4 сотнями жемчужин десятки тысяч выловленных раковин. Целая река, перебранная по горсти. Труд, который копился не в одной жизни, а в нескольких. А еще браслеты. Их концы сделаны в виде змеиных голов. Браслеты на запястье и на щиколотке. Бусины из горного хрусталя, из розового коралла, из цветного стекла. И это звезда, тонкая, золотая, заключенная в кольцо. Теперь представь, 11 век, где-то здесь живет семья, богатая. У женщин этой семьи полный сундук украшений.
Жемчуг, золото, коралл. И приходят тревожные времена. Земля под ногами становится зыбкой, власть меняется. Никто не знает, что будет завтра. И кто-то из этой семьи, может быть женщина, может быть старший в роду, принимает решение. Снимает все, складывает в сосуд, каждую жемчужину, каждый браслет, каждое кольцо и прячет в землю. Чтобы переждать, чтобы вернуться, когда станет тихо. Не вернулся никто. 800 лет сосуд пролежал в темноте. Ученые говорят, такого количества жемчуга в одном андалузском кладе не находили никогда. Это уникум. Единственный в своем роде. Сколько он стоит сегодня? Оценки доходят до 3-5 миллионов евро. Но дело даже не в деньгах. Дело в том, что кто-то когда-то очень хотел сохранить эти вещи. Так хотел, что доверил их земле. И земля сберегла. 8 столетий до последней жемчужины. А вот кто это был и что с ним случилось, земля промолчала. И есть в этой истории горькая ирония. Клад, который 1000 лет пролежал нетронутым, чуть не разошелся по рукам за пару недель. Не война его едва не погубила, не время, а обычное объявление в интернете. Если бы кто-то случайно не увидел те фотографии, звезда в золоте и 476 жемчужин разлетелись бы по частным коллекциям, и никто бы никогда не узнал, что они вообще были. Иногда самое опасное для сокровища наступает не тогда, когда его прячут, а тогда, когда, наконец, находят. Хаен, 1977 год. 3 мальчишек, школьники, после уроков пошли копаться в земле возле маслобойни. Просто так, от скуки. Там как раз рыли котлован. И один замечает блеск. В развороченной земле что-то желтое. Он зовет остальных, они начинают рыть руками. И достают диадему. Настоящую, золотую, с узором с тонкой вязью по краю, похожую на корону, а рядом еще. Пластины от пояса, ожерелья, кольца, подвески. Заколка, игла и горсть монет с пробитыми дырочками, их носили как украшение. Монеты можно прочитать, на них даты. 940-е годы. Время самого расцвета. Время, когда здешний правитель был одним из богатейших людей известного мира. Но спрятали этот клад позже, ближе к концу века, когда в воздухе уже запахло смутой. Кто-то носил эту диадему в лучшие годы, имел власть, имел положение. А потом почуял, хорошее заканчивается, и спрятал все до последнего кольца. Думал, переждет. Переждать не вышло. Мальчишки, конечно, не поняли, какое чудо держат в руках. Принесли учителю. Учитель куда следует. Дальше закрутилась машина. По тогдашнему закону половину оценочной стоимости отдавали тем, кто нашел. Вторую половину забирало государство. Представь только, 3 пацанов, которые после уроков пошли поковыряться в земле от скуки. И вдруг половина стоимости золотой короны халифской эпохи. На 3. В обычной испанской деревне 70-х годов. Это были деньги, которые их семьи не видели за всю жизнь. Один день. Один блеск в грязи. И судьба 3 мальчишек поворачивает в сторону, которую никто не планировал. Сегодня диадема из Чирилии в музее. Один из самых ценных образцов андалузского золота на всем полуострове. А 3 бывших школьника давно посидели. Может, иногда заходят. Посмотреть на корону, которую когда-то подняли из грязи голыми руками. Мурсия, 10-11 век. Еще один клад. Еще одна семья, чье имя стерто. Браслеты со змеиными головами — снова они. Ожерелья с мелкими бусинами. Золотые розетки. Серьги, длинные, тонкой работы, такие, что мастер делал их месяцами. И в самом центре снова шестиконечная звезда. В золоте. Но есть деталь, которая не дает ученым покоя. Рядом со звездой лежали 12 золотых полусфер. 12. Ровно. И вот тут начинаются версии. Просто украшение? Узор, какой часто встречается в здешней резьбе? Или число со смыслом? 12 – особое число для целого народа. Говорят, 12 – это 12 колен, 12 древних родов одного народа, что разошлись по свету 1000 лет назад. И будто бы семья, прятавшая этот клад, помнила свое родство даже здесь, на краю чужой земли, через века после того, как предки покинули родину. 12 золотых полусфер, как тайный знак. Мы помним, кто мы не растворились. А другие говорят проще. Не выдумывайте, это просто красивый узор, и нечего искать в нем загадку. 12 кружков и 12 кружков. Кто прав, не скажет уже никто. И в этом вся соль.
Вещь лежит под стеклом, ее можно потрогать взглядом, измерить, взвесить. А что она значила для того, кто ее прятал, закрыто навсегда. Тот, кто спрятал эти 12 полусфер, забрал ответ с собой. Часть сокровища Лорки сейчас далеко от Испании, в музее в Лондоне. Браслеты, ожерелье, та самая звезда. Лежат под стеклом, молчат. Украшения вообще умеют молчать красноречиво. Они говорят, здесь жили люди, с верой, с памятью, с надеждой вернуться. А время, оно надежд не разбирает. И вот что странно с украшениями. Человек носит кольцо лет 30-40, а кольцо потом лежит в земле 1000 лет. Оно переживает хозяина в 20-30 раз. И когда его наконец находят, оно выглядит почти так же, как в день, когда его в последний раз сняли с пальца. Получается, эти браслеты и звезды видели своих хозяев живыми. И теперь они единственное, что от тех людей вообще осталось. Ни имен, ни лиц, ни могил. Только золото, которое помнит тепло руки. Гранада. Совсем ранние времена, 8-9 век, самое начало. При раскопках древнего поселения нашли то, что находят крайне редко – серебряный браслет. Точнее, 3 его обломка. Почему редко? Серебро в земле живет плохо. Оно темнеет, крошится, рассыпается в труху за столетия. До нас почти не доходит. А этот дошел. Браслет был полый внутри, сплетен из тонких серебряных нитей, как кружево. Такие носили на запястьях, на предплечьях, на щиколотках. Рядом с ним лежали 3 монеты той эпохи, обломок бронзовой ножки, глиняный светильник и круглая ручка. Обычная утварь, обычная жизнь. Чье-то запястье, на которое утром надевали этот браслет. 1000 с лишним лет назад. И снова никто не знает, кто и почему оставил это в земле. Только серебряное кружево, которое не должно было дожить до нас, а дожило. Украшение — это про душу, про лицо, про память. Но были люди, которые прятали в землю другое, холодное, считанное, без сантиментов. Деньги, живые деньги, 1000 монет. И за этими монетами совсем другой холодок. Украшения прячут от горя, монеты прячут от страха. Это другой человек, не тот, кто плачет над свадебным браслетом. Это тот, кто всю жизнь копил, считал, складывал по одной и в один день понял – пора спасать. Валенсия, наши дни. Идут дорожные работы в самом центре. Рабочие копают, ищут старые трубы. И лопата вдруг бьется обо что-то твердое. Глиняный горшок. Открывают, а там монеты. Одна за другой, одна за другой. Их вынимают, считают, и счет все не кончается. Больше 1000 монет. 19 из них золотые. И эти монеты начинают рассказывать. Большинство серебро, привезенное издалека, с Востока. В те годы восточное серебро ходило по всему здешнему миру, как сейчас ходит доллар. А рядом монеты местных мелких правителей. Почему мелких? Потому что большая держава к тому времени уже трещала. Раскололась на десятки кусков, и каждый князек чеканил свою монету. Хаос, отлитый в металле. Кто закопал этот горшок? Торговец? Сборщик налогов? Просто богатый человек, который не верил, что завтра будет похоже на вчера. Имени нет, пола нет, возраста нет, ничего. Известно одно – спрятали клад в смутные годы, когда держава ломалась, и никто не знал, кто будет хозяином к концу месяца, а значит, кто придет и отнимет нажитое. Эти смутные годы стоит представить. Вчера еще была единая большая держава, одна власть, один порядок. А сегодня десятки мелких князьков, и каждый воюет с каждым. Сегодня твой город под одним правителем, завтра под другим, послезавтра его жгут. Деньги одного княжества в соседнем уже никто не берет. Дороги опасны, цены скачут. Никому нельзя верить. В такие годы человек не несет золото в рост, не вкладывает в дело. Он делает самое простое и самое древнее, что приходит в голову при страхе – роет яму. И этот человек собрал все накопления жизни, до последней монеты, и опустил в землю. И не пришел. Земля в Валенсии кислая, она разъедает металл. Эти монеты должны были превратиться в зеленую труху. Но они уцелели, будто кто-то их берег. 1000 лет спустя их поднял из земли простой рабочий с лопатой. И они заговорили о человеке, который не оставил по себе ни единого другого следа.
Оценки доходят до нескольких миллионов евро. Но дороже денег здесь другое. Этот горшок — единственный голос того, кто давно исчез без имени. Мурсия, 2005 год. Археологи копают старое поселение и находят глиняный сосуд. Внутри 237 серебряных монет, все до единой с Востока, привозные, с датами на рубеже 1000 года. Это самый крупный клад такого восточного серебра, найденный во всей округе. Кто-то собирал эти монеты годами. Может, купец, водивший караваны. Может, человек, который твердо знал, восточное серебро не подведет никогда. А потом тревога, или болезнь, или смерть. И сосуд лег в землю на 1000 лет. Ученые подсчитали, вернись хозяин за этим горшком, он был бы богат. По-настоящему богат. Вместо этого его имя растворилось во времени. Осталась только горсть серебра в обожженной глине. А чтобы ты понимал, что такое 237 серебряных монет в те времена, это не карманная мелочь. На одну такую монету человек мог жить не один день, а тут больше 200 собранных в один сосуд. Это годы спокойной жизни, это приданное дочери. Это все, что семья откладывала, отказывая себе. И все это легло в землю и не пригодилось никому. Снова Валенсия и снова клад с монетами, но в нем нашлись два особенных золотых кружка. Долго считалось, что местные правители начали чеканить свое золото в один определенный год, и не раньше. Это знали все, это было в книгах. А эти 2 динара оказались на 4 года старше. Отчеканены раньше, чем по учебнику вообще было возможно. Маленькая деталь, 2 монеты, но они сдвинули целую страницу истории. И напомнили простую вещь: мы знаем о тех веках куда меньше, чем нам кажется. Земля иногда отдает не золото. Земля отдает поправку к тому, что мы считали правдой. И тут невольно задумаешься. Если 2 маленькие монеты смогли сдвинуть целую страницу, то сколько еще таких поправок лежит в земле прямо сейчас? Сколько наших твердых знаний о тех веках на самом деле просто то, что мы пока не нашли, чем опровергнуть? Каждый новый клад немного перекраивает прошлое, а сколько их еще не выкопано, не скажет никто. А теперь посмотри на карту. Города у моря, города в глубине суши, и почти в каждом свой клад с монетами, и почти у каждого одна и та же история. В одном районе Валенсии еще 800 монет в горшке, золото и серебро вперемешку. Под Гранадой в местечке Лоха больше 1500 монет, и, что важно, монеты разных правителей, разных лет. Когда времена смутные, человек хранит все подряд. Не знаешь ведь, чьи деньги будут в ходу завтра. В другом месте под Гранадой 472 монеты. Все из лучших лет, из самого расцвета. Тот, кто закопал эти 472, помнил золотой век и собирал монеты той поры. Может, верил, добрые времена еще вернутся, и это серебро снова станет силой. Не вернулись. Серебро осталось в земле. А на острове Майорка свой клад той же поры. Золото и серебро, украшения, мелкий жемчуг, монеты. Спрятанные примерно тогда же, когда к острову уже подбиралась беда. Море вокруг, бежать некуда, и все равно человек роет яму и прячет нажитое. Будто земля надежнее воды, будто ей одной еще можно довериться. Складывается общая картина. Десятки людей, разные города, разные годы. И один и тот же жест. Вырыть яму, опустить нажитое, забросать землей. Монета — это голос страха, голос человека, который чувствует беду заранее и прячет последнее, что у него есть. Украшения прятали женщины, монеты — купцы и богачи. А было то, что прятали воины, и этот предмет холоднее любого золота. Но прежде пара слов о том, от кого вообще прятали, о том, что наступало с севера. Это шло не одной волной, это шло толчками, поколение за поколением. Один город падал, и наступало затишье. Люди выдыхали, отстраивались, рожали детей. А через 20, через 40 лет волна накатывала снова, и падал следующий город. Граница ползла на юг, медленно, неотвратимо, как тень от заходящего солнца, что забирает двор за двором. И жизнь у этой границы была особая. Сегодня тихо, а завтра дым на горизонте. Сегодня ты дома, а завтра бежишь, унося, что успел схватить. Люди здесь привыкли держать самое дорогое наготове и привыкли к мысли, что землю, может, статься, придется доверить тайнику. Вот в этом мире и жил тот воин, к которому мы сейчас придем.
Человек, чье оружие пролежало в земле 1000 лет. Золото говорит о достатке, монеты — о страхе, а оружие говорит о тех, кто стоял на стенах, кто защищал. И в какой-то день понял, что защищать больше нечего, и прячут оружие иначе, чем золото. Золото прячут, чтобы вернуться и забрать, а оружие? Меч в землю втыкают не для того, чтобы потом откопать. Это другой жест, жест прощания. Как будто воин говорит клинку: «Ты свое отслужил, дальше тебе со мной нельзя». Валенсия, 1994 год. В старом центре роют канаву под дренаж, и кто-то цепляет лопатой железо. Тянут. Из земли выходит меч. Короткий, сантиметров 45. И стоял он в земле вертикально, острием вниз, рукоятью вверх. Будто кто-то силой воткнул его и ушел. Ржавый, очень старый. На рукояти бронзовая накладка. На бронзе тонкая вязь букв. Рабочие в шутку зовут его «меч из камня». Как в старой легенде, где клинок торчит из скалы, и вытащить его может только избранный. Кличка прилипла. А дальше происходит странное. Меч кладут в музейный запасник и забывают. На 30 лет. Никто не изучает. Никто не знает, когда он выкован и чья рука его держала. Просто лежит железяка в подвале среди тысяч других находок. И только недавно музей решает перебрать свои хранилища. Достает меч. Отдает специалистам. Те просвечивают металл, изучают состав, сплав, следы ковки. И выносят приговор. Меч старше, чем все думали. Гораздо старше. Он выкован в X веке, в самую блестящую эпоху этого края, когда здешний город был одним из важнейших портов всего Средиземноморья. Но даже не возраст оказался главным. Главное, что второго такого меча в этом городе нет. Вообще. Это единственный клинок своей породы, найденный здесь. А во всем мире, похоже, есть лишь один. Один единственный. Его нашли в развалинах дворцового города великого правителя под другой древней столицей. Значит, таких мечей делали мало. Их ковали в главной оружейной державы. Их носили непростые бойцы. Тут стоит понять, что такое была оружейная того халифата. Это не деревенский кузнец, что подковывает лошадей и между делом кует клинки. Это была мастерская при дворе правителя. Лучшие руки края. Секреты ковки, которые передавали из поколения в поколение и держали в тайне. Сталь, которую везли издалека. Каждый такой меч делался месяцами и делался не на продажу, а под конкретную руку. Под человека, которому доверяли стоять рядом с властью. Поэтому таких клинков и сохранилось по пальцам пересчитать. Их и было-то мало. А до нас дошло и вовсе два. Один в развалинах дворца правителя, и вот этот, воткнутый в землю на Валенсийской улице. Между ними сотни километров и общая мастерская, которой давно нет. Кто держал этот клинок? Знатный воин? Может, телохранитель правителя? Может, командир конницы? Человек, чье имя что-то значило. И вот этот человек воткнул свой меч в землю, вертикально. Может, это был обряд? Может, жест отчаяния? Способ сказать без слов: здесь стоял город, здесь была сила. И вот все, что от нее осталось. Представь его в тот день. Он на стене, смотрит на горизонт. А там войско, которому не будет конца. И он понимает простую страшную вещь. Меч больше не спасет. И тогда он отдает клинок земле и уходит в неизвестность. 30 лет этот меч пылился в подвале как ненужный хлам, а оказался один из двух во всем мире. Голос воина, который дрался до последнего, а потом спрятал оружие и растворился во времени. Украшения, монеты, оружие. Все это прятали те, кто уходил, кто сдавался и спасал хоть что-то. Но была и другая порода людей, те, кто не прятал, те, кто не уходил, те, кто решил стоять до конца. Большинство пряталось и уходило, но не все. Есть история о тех, кто остался, кто ушел не в землю, а в горы, и там жил, десятилетиями, назло всему. И вот тут хочется спросить тебя, вот ты, на их месте. Мир рушится. Все, что ты знал, уходит под чужую руку. Что бы выбрал ты? Спрятать нажитое и уйти, надеясь когда-нибудь вернуться? Или подняться в горы и держаться до конца, зная, что назад дороги нет? Напиши в комментариях. Интересно, кого окажется больше? Остров Мальорка, 13 век.
Большой флот идет на остров. 150 кораблей, 1000 рыцарей, 1000 пеших воинов. На острове их встречают защитники. Битва выходит страшная. Хроники той поры пишут прямо. Кони не могли ступать, всюду тела. Остров взяли. Большинство защитников сложили оружие. Их вождь договорился о сдаче. Но не все. Около 3000 человек ушли в горы. В глухие вершины, в скалы и ущелья, куда тяжелому войску не подняться. И там они остались. Не на год. Не на 10 лет, на 2,5 века. Вдумайся, что это значит. 250 лет – это не одна жизнь, это 10 поколений. Ребенок, родившийся в этих горах, не видел другой жизни. Его отец не видел, и дед, и прадед. Целые роды рождались, старились и умирали наверху, в скалах, ни разу не спустившись в долину, ставшую чужой. Эти люди и их потомки жили в горах сами по себе, строили дома, вырубали в скалах ступени для полей, растили хлеб, молились по-своему, никому не подчинялись. Для них горы были не убежищем, горы были всем миром. Маленький островок прежнего мира, высоко в горах отрезанный от всего, последний свободный клочок земли. 3000 человек против целой страны, и страна ничего не могла с ними сделать, просто потому, что туда было не добраться. А потом эта история ушла под воду. В прямом смысле. В 20 веке в той долине построили водохранилище. Вода поднялась и накрыла руины горного убежища. И о нем почти забыли. 2012 год. Сильная засуха. Воды в водохранилище почти не осталось. Оно обмелело, обнажилось дно. 2 исследователей идут по высохшему ложу. Просто идут. И вдруг видят черепок. Старинный. Потом еще один. Потом очертания стен. Потом, возможно, остатки молитвенного дома. А под водой и илом проступает целое поселение. Дома, сложенные из горного камня. Узкие улочки. Ступени террас, на которых когда-то росли хлеб и оливы. Видно, как люди цеплялись за эти склоны, отвоевывали у камня каждый клочок ровной земли. Это не лагерь беглецов на пару лет. Это обустроенный, обжитой город. Город людей, которые пришли сюда навсегда. Город поднимается со дна, тот самый, что прятался в горах 2,5 столетия и был похоронен под водой. Что он рассказывает нам сегодня? Что человек может жить там, где жить нельзя, если это его выбор? Что сопротивление — это не всегда битва и кровь. Иногда это просто жизнь. Простой, упрямый отказ исчезнуть. И что 3000 человек в горах прозвучали в истории громче, чем 1000 в дворцах. Потому что за дворцами стояла власть, а за этими 3000 только воля. Гранада. 20-е годы прошлого века. В центре города идет стройка, у самого кафедрального собора. Рабочие натыкаются на золотые монеты, старинные, спрятанные за столетия до того. Место говорит само за себя. Гранада была последней крепостью прежнего мира, самым последним городом, что держался, когда все вокруг уже пало. И когда даже Гранада начала клониться к закату, кто-то спрятал золото прямо в городе. А потом сверху на этой самой земле поднялся христианский собор. Получилась странная картина. Под камнями храма новой веры золото веры ушедшей. Лежит, молчит, помнит. Случайность? Или последний тихий жест человека, который хотел, чтобы хоть что-то от его мира осталось, пусть и под чужим фундаментом? Есть и такая версия, что золото под Гранадой прятали не от грабителей, а с расчетом вернуться. Город держался дольше всех. До последнего теплилась надежда, что беду как-то переждут, отобьются, договорятся. И человек прятал золото в родном городе, веря: «Я отлучусь ненадолго, все уляжется, и я вернусь за своим». Вернуться не пришлось никому, а золото осталось ждать хозяина, который уже не придет. И ждало до 20 века. Каждый решает сам. Альмерия, Дальний Юго-Восток, начало 20 века. Женщина находит украшения. Совсем поздние, самого последнего периода прежнего мира, когда от него оставался лишь маленький горный край вокруг Гранады. Золотое ожерелье, браслеты, жемчуг. Она продает все это государству, за сумму, которая позже окажется смешной против настоящей цены. Это украшение заката. Последние всполохи мира, которому оставалось совсем недолго. А потом наступил год, когда последняя крепость пала. Последний правитель уехал в изгнание.
Есть место на дороге из Гранады, откуда город виден в последний раз, перед тем, как горы его скроют. Говорят, именно там правитель обернулся, посмотрел на город, который потерял, и заплакал. А мать его, по той же легенде, сказала ему слова, которые потом повторяли веками. Что-то вроде «плачь теперь как женщина о том, что не сумел удержать как мужчина». Правда это или красивый вымысел поздних рассказчиков, уже не разобрать. Но место запомнили именно из-за этих слез. Это место с тех пор так и зовут. Вздох уходящего. Вот чем кончились 8 веков. Ни битвой, ни пожаром, а одним человеком на дороге, который обернулся и заплакал, глядя на город. И горами, что медленно закрыли этот город от его глаз навсегда. И с того дня в испанской земле больше не прятали кладов прежнего мира, потому что прятать стало незачем, и надеяться не на что. 15 находок. И за всеми одна история. Это рассказ не про сокровища, это рассказ про надежду и про страх. Люди рыли ямы и опускали туда золото, монеты, браслеты, меч и уходили. Может, они думали, вернусь через неделю. Неделя стала месяцем, месяц годом, год столетием. Может, просто хотели, чтобы хоть что-то от них уцелело. Чтобы память осталась, пусть в земле, пусть в темноте. Может, верили в чудо, в то, что колесо еще повернет назад. Колесо назад не повернуло, а клады остались, лежать и ждать. И спустя века земля начала отдавать их по одному, случайно. Лопата строителя, размытый склон, высохшее дно озера. И в каждом кладе чей-то голос. Той, что прятала жемчуг и звезду в золоте. Того, кто не мог поверить, что мир способен рухнуть. Воина, что воткнул меч в землю и шагнул в неизвестность. 3000 в горах, что сказали «мы не сдадимся». Все эти голоса дошли до нас сквозь 8 веков, в глиняных горшках, в монетах, в золотых браслетах. Это не просто клады, это письма из прошлого. И в каждом одна и та же строчка. Здесь были люди, они жили, они любили, они боялись. И они очень хотели, чтобы их запомнили. А сколько таких писем земля еще прячет, не знает никто. Спасибо, что досмотрел. На канале есть и другие истории про спрятанное золото и забытые сокровища. Загляни, если зацепило. И подпишись, чтобы не потерять следующую.